Итак, мы с вами рассмотрели, собственно, что такое развитие. В данном случае мы говорим об эзотерике. Да? Ну, как бы могут быть различные системы координат, но как бы одна из ключевых. Это убирать проблемы, да, все неприятности, все там, отклонения, нарушения, все, что со знаком минус. И усиливать достоинство, использовать возможность убирать минус и формировать по максимуму плюс. Да? Это если человек адекватный, он идет по пути развития. Ключевые неприятности, которые с человеком могут произойти, да и с многими происходят. Но самая большая, когда высшие силы говорят, ну совсем плохой, совсем злой, совсем бесперспективный, и человек говорят, нет смысла, чтобы он дальше жил, как душа, да, она исчезает. Бывает редко, да, потому что все-таки душа – это дорогое удовольствие, чтобы его делать, но это как бы совсем уж крайняя мера. Да. Следующая категория перед этим, да, это ады, и там приличная часть, там плюс-минус почти треть, да, населения стремится в ады и туда падает, ну или там отправляется куда-нибудь подальше с земли, на целинные земли, тоже радости мало, да, большой разницы нет. И предыдущие ступеньки – это в мир минералов, когда человек опускается на 1000 лет. И тема сегодняшнего занятия, пожалуйста, занятие третье – падение в нижние миры, растения. Ну, немножко попроще, чем минералы, да, не на 1000 лет, как бы, а на сотни, но тоже радости мало. Да, радости мало. То есть, чтобы, ну что такое душа, чтобы попала в растение, ну неважно, в дуб там или еще что-нибудь. Ну 12 чакр точно у нее лишние, ну, не нужны, да, бежать никуда не нужно, там любить, восторгаться, творить. Вот как раз для тех, кто не любит быть активным, для кого вот идеал жизни, вот живу себе вот и живу, и что вам еще от меня надо, живу как все. Да, вот это подходящее. То есть одно из наказаний, которое существует, это рождение даже не в теле животного, да, а в теле растения. То есть фактически ключевые программы, да, из-за чего человек сюда попадает, они отрабатывают в чистом виде. Да, ключевых программ, по крайней мере, 2. Это не единственные, да, но одни из основных. Но это бесцельность. Вот траве или там дубу цели не нужны, он все равно никуда не пойдет и ничего не сделает, он просто живет. Это бесцельность, как зачем, смысл существования, просто жить. Это может делать и растение, да? Просто жить. И пассивность, как метод достижения цели. Да, вот активность, ты понимаешь, что все, что ты получаешь, судьба. Какая твоя судьба? А что ты сделал? Вот твоя судьба. Твоя судьба – это твои действия. Своими действиями ты что-то строишь или что-то ломаешь. Дуб ничего не строит, ничего не ломает, он просто растет. И поэтому, когда у человека нет целей, в силу различных причин, и его образ жизни, да, способ достижения чего-либо – это пассивность, но один из сценариев его будущего – это дерево, ну или дерево, кустарничек, лютик, одуванчик, ну у каждого свое. Ну, и желательно понимать, там, ну, статистика, понятное дело, такое, да, есть правда, ложь и статистика, да, ну, примерно, ну, это в нашем обществе, ну, примерно третья часть воды, 10% в минералы, 10% в растения, 10% в животные, да, потому что нарушений в нашем обществе законов превеликое множество. Да, поэтому что правильно? Правильно, когда человек в соответствии с духовными законами воспринимает. Ты же человек, это же должно звучать гордо. У человека есть предназначение. Основное – это развитие, да, заложен потенциал души, и его нужно раскрывать. Да, это первая или вторая, да, ну, в любом случае, первые 2 ключевые задачи, зачем человек рождается, воплощается на Земле множество раз. Раскрыть потенциал своей души, пройти от начального уровня, с которым ты стартуешь, и до самого высокого уровня, когда эволюция на Земле заканчивается, человек переходит уже на следующие ступени в тонком мире, там, то ли в иерархию божеств, затем богов, то ли в иерархию богов, переходит. Здравствуй, первый класс, и пошел учиться дальше. Понимать, какое предназначение человека, и стремиться к его реализации. Да? И зачет – это не просто
Ну да, теоретически у меня в голове еще одна полочка появилась, где есть такое понятие, как развитие служения. Зачет, когда информация, она не просто на полочке, она действительно, если это главное, это предназначение, она становится на первое место. Если ты духовный человек, ты живешь ради этого, для спасения души, для раскрытия души. Не просто там в тысячи потребностей есть еще и такое развитие служения, да, там, между пивом и кофе. Нет, это на первом месте. Оно должно быть по статусу, по пониманию, и оно должно быть на первом месте по горению, как ты себя организуешь. И для этого должна быть там соответствующая мотивация, да, потому что если ты слаб, какова твоя судьба? На дне. Если ты наращиваешь себе силу, то пропорционально росту силы, да, увеличиваются твои возможности для твоей судьбы и пользы для окружающего мира. Да, поэтому развитие этой предназначения, ну и даже если просто человек, ну пусть он не высоко духовный, но пусть он просто умный, просто желающий себе блага, пусть у него даже высших мотивов нет, ты хоть себе блага желаешь, ты ставишь развитие на соответствующее место. Но большинство людей ни духовности, ни ума в этом плане не хватает, чтобы поставить развитие на почетное место. Да? Но развитие это как бы одно, дальше это нужно применять в жизни. Я вот этому хочу посвятить свою жизнь. Если этого огня нет, да, и огня, и огонька, если не хватает, то как себя ведет человек? Да, в данном случае он может падать в воды, в растения, в животные, в данном случае на уровне растения. Да. Программа номер 1 – это бесцельность. Вот трава, какая у нее цель? Корешками впитывает питательную среду, солнышко греет, происходит фотосинтез, все. Трава к тому, чтобы коровка ее съела, готова. Вот это вся ее жизнь. Человек без цели – это примерно как трава. Зачем живешь? Ну, чтобы жить. Да? А хочешь ли ты что-то делать, чтобы достичь цели? Не хочу. Да, вторая программа – это пассивность. Я не хочу действовать. Да, если у человека эти программы, бесцельность и пассивность, мы с Тамарой ходим парой, да, вот за ручку идут, да он напрямую шагает в мир растений. Ну, по крайней мере, условия для этого он выполняет, ключевые. Дальше почему? Да, почему у человека бесцельность? Ну, первая ключевая причина чаще всего одна и та же – это безответственность. Если у тебя есть ответственность, чувство долга, совесть, ты смотришь на свою жизнь, и ты понимаешь, кто отвечает за то, чтобы твоя жизнь была классная. Вернее, как? Жизнь должна быть классная, или просто главное не думать. Что человек без цели? Он не хочет думать. Если у человека есть ответственность, какая жизнь нужна? Лучшая из возможных. А что для этого? Взять ответственность за свою судьбу. Поставить цели, понять условия и действовать. А что еще нужно для достижения классных результатов? Ставишь цели. Да, по постановке целей. Каким образом это выглядит? Ну, вначале это идет в соответствии с уровнем. И ты должен ответить на вопрос, о чем посвящать свою жизнь, чтобы твоя индивидуальность была раскрыта, реализована. В зависимости от того, как вы подходите к постановке цели, это ваш уровень. Не хочу думать к растениям. А если у человека нет ответственности по постановке целей, он убегает на уровень растений. И вот везде, где есть эти корни, их нужно отловить и повычищать, и повыжигать. Да? Второй блок вопросов – это пассивность. Да, пассивность. Но опять же, растению работать не нужно. Не нужно ходить, не нужно там бегать за добычей или еще что-либо. Ну, сидишь себе, корешки пустил и поглощаешь микроэлементы, греешься на солнышке, там, ну и растешь. Ну, это как бы все функции растения. Потому что если ты человек, да, это звучит гордо, да, ты нарабатываешь свои способности, да, свою эффективность, свое горение ты нарабатываешь. Ты должен быть душой, которая сияет, которая наслаждается, славит Бога, изменяет этот мир к лучшему.